Узор получается довольно плотный, и можно связать какой-то аксессуар, чехол на подушку. И в комментариях можете написать, чтобы вы могли связать, используя этот узор. Провязываем первую петлю и затягиваем. И набираем количество воздушных петель кратно 5. Я наберу 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Набрали, у нас получилась вот такая косичка. И далее вяжем первый ряд узора. Немного развернув к себе, видим вот такую перемычку. И провязываем, захватывая ее, столбик без накида. И ставим маркер вот сюда. И далее до конца ряда провязываем, захватывая эту перемычку за косичкой, столбики без накида. Получается у нас косичка сверху и косичка снизу. И далее таким образом вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда, и остается нам провязать 2 столбика без накида. Есть. Далее провязываем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и, захватывая самую первую косичку, всю целиком, провязываем соединительную петлю. Далее ставим маркер. И до конца ряда, захватывая полностью всю косичку, провязываем соединительные столбики. Подходим к концу ряда, остается провязать 2 соединительных столбика. Так, и там, где у нас был маркер, последний. И поставим маркер. Вот у нас косичка была предыдущая, и сюда ставим маркер. Есть. Далее удобнее будет перейти на крючок меньшего диаметра. У меня был 4 мм, я перехожу на крючок 2 мм. И начинаем вязать третий ряд узора. Провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее у нас на крючке должно получиться 6 петель. Одна у нас есть. Провязываем вторую, третью, разворачиваем вязание, и там, где у нас был маркер, у нас захвачена косичка полностью, и провязываем за заднюю стенку косички. Вот сюда. У нас 4, и косичка у нас должна получиться на лицевой стороне. Так, 4 у нас есть, и нужно провязать еще 2. Тоже провязываем вот за заднюю стенку. 5 и 6. На крючке у нас 6 петель, 2 последние желательно немного вытянуть, чтобы они более свободны были, и все вместе провязываем и соединительную петлю. Так, есть. И далее вот сюда поставим маркер. И продолжаем вязание. Опять у нас на крючке должно получиться 6 петель. Вторая,
следующую петлю мы будем провязывать за заднюю стенку, вот сюда 3, затем 4, снова ищем петлю 5 и 6. И смотрим, чтобы у нас косичка шла на лицевой стороне. 6 петель есть, провязываем их все вместе. Соединительная и повторяем. И таким образом вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда и остается нам провязать один элемент. И шестой у нас должен получиться там, где стоит маркер. И смотрим, чтобы косичка у нас тоже ровно шла и не захватывала петелька. То есть вот нам нужно будет вот сюда, за косичку. Так, провязали соединение. Далее делаем накид. И вот сюда, захватывая 2 петли, провязываем столбик с одним накидом. Так, есть. Далее провязываем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и далее будем вязать в центр цветочка сюда, сюда и так далее. И будем вязать 2 столбика с одним накидом. Центр цветочка, первый столбик, накид, второй столбик. Далее снова в центр цветочка 2 столбика с одним накидом. И так далее. И таким образом вяжем до конца ряда. Подходим к концу ряда. Там, где у нас стоял маркер, мы провязываем столбик с одним накидом. Есть. Далее наш узор будет повторяться. Провязываем 2 воздушные петли, разворачиваем и, захватывая заднюю стенку, не косичку, не вот так, а именно заднюю стенку косички, чтобы она у нас была на лицевой стороне, мы провязываем столбики без накида. И далее наш узор будет повторяться.